Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вас познакомлю с рецептом пирога, который у меня ассоциируется только с этим праздником, с Пасхой. Его выпекала моя мама почти на каждую Пасху, и обычно этот пирог сопровождался куличами, булочками с маком и рулетами. Рулеты были с орехами и с маком. Но сегодня очередь у нас пирога. Пирог называется венский. Так он у меня проходит в моей записной книжке, и так он в моей памяти остался. Мои дорогие, пирог очень легкий, несложный. И именно он получается, как вам сказать, замешивается тесто очень-очень быстро, хоть тесто и дрожжевое, и выпекается тоже быстро. Пирог быстрый, легкий и вкусный. Ну что, мои дорогие, начнем печь? Так как пирог у меня будет сегодня дрожжевой, нам нужно будет вначале сделать опару. Для опары берем 4 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, 10 грамм сухих дрожжей. И хорошенько нужно будет это все перемешать. Добавляем 200 мл теплого молока. Не совсем горячего. Где-то приблизительно 25 градусов должно быть молочко, 25-30 градусов. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем в сторону. Для теста нам нужно будет взять 3 яйца, 100 грамм сахара, пол чайной ложечки соли, ванилин или ванильный сахар. И здесь у меня цедра от одного апельсина. Можете положить цедру от лимончика, кто что любит. Этот рецепт, мои дорогие, очень старый. Что я изменила? Я изменила свежие дрожжи на сухие, и я добавляю цедру апельсина. Апельсина не было в оригинальном рецепте. Добавляю дрожжи, они уже хорошо подошли у нас. И все это перемешиваю. Здесь у меня 550 грамм уже просеянной муки. Добавляю 2 этапами, так как я знаю хорошо свою муку, и я очень часто делаю это тесто. Вы, конечно, смотрите, тесто должно быть по консистенции именно такой, как у меня. Не забивайте тесто мукой. Лучше меньше положить муки, чем больше. У нас ушла мука в опару, и 550 грамм у нас ушло в тесто. Вся раскладочка в граммах, конечно, будет внизу. Здесь у меня сливочное масло растопленное 100 грамм. Масло должно быть теплое, не холодное. Все тесто у нас должно быть теплое. В процессе замешивания у нас тесто должно быть теплое. И начинаем постепенно вмешивать масло в тесто. Как вы поняли, тесто не нужно замешивать долго, просто-напросто нужно все перемешать хорошенько. Другую посуду я уже беру, смазываю ее маслом растительным и переношу все тесто туда. Тесто липнет пока что к рукам, видите? Накрываем крышечкой или простым полотенцем и отправляем в теплое место, чтобы тесто у нас хорошенько поднялось. Пока поднимается тесто, сделаем начинку. Здесь у меня 200 грамм грецких орехов и 100 грамм сахара. В начинку можете положить меньше сахара, можете положить 50 грамм сахара. Я кладу 100, потому что именно так именно в оригинале было. И здесь у меня клюква сушеная, уже промытая. Прошел час, тесто у меня вот так хорошо поднялось. Пахнет оно очень хорошо апельсинами. Переносим тесто на рабочую поверхность. Видите, оно уже к рукам абсолютно не липнет. Делаем вот такую толстую колбаску. Колбаску нужно разделить на 3 части. Собираем в шарик каждый кусочек.
и оставляем. Берем первый кусочек теста, первый колобочек, и нам нужно будет его раскатать. Смотрите, мои дорогие, я вам сегодня показываю один большой пирог. Вы можете прекрасно сделать все это 3 маленькими пирогами. Раскатываем кусок теста 30 на 20 сантиметров. Он получается не очень тоненький и не толстый. И здесь у меня абрикосовый джем. Джем у меня абрикосовый кисловатенький, он не сладкий. И поэтому именно с орехами и сахаром получается очень-очень вкусно. 2 столовые ложки на каждый кусок теста пойдет, на каждый пласт. Равномерно размазываем. Можете, конечно, взять не абрикосовый джем, у кого какой есть. Можете взять любое повидло. И приблизительно 1/3 от ореховой начинки. Равномерно распределяем. Этот пирог готовится очень быстро. И смотрите, он всегда у вас получится. Если вы боитесь выпекать куличи, что вдруг они не поднимутся, то это тесто всегда поднимется. Сушеная клюква, опять-таки 1/3. Клюкву можете заменить на изюм. Можете порезать курагу, это уже на ваш вкус. И сворачиваем рулетом. Этот пирог, как я вам уже сказала, у меня проходит в моей записной книжке и в моей памяти под названием венский. Я не знаю, как он у вас назывался, но 100%, наверное, его пекли многие. Напишите, очень интересно, как он у вас назывался и вообще выпекали вы или нет его. А кто попробует испечь, обязательно напишите. Вот такая колбаска у нас получается. То же самое нужно будет сделать и с остальными кусочками. Раскатываем 20 на 30, насыпаем начинку, сворачиваем. Теперь берем первую колбаску и разрезаем ее. Обязательно нужно взять ножик острый, чтобы все это у нас получилось аккуратненько. Сворачиваем косичкой. И вот таким образом, как я вам сказала, уже каждую косичку вы можете сделать один маленький пирог. Но сегодня я вам показываю один большой пирог. Форма у меня 30 сантиметров. На дно я постелила пергаментную бумагу и укладываю косичку по кругу. Точно так же укладываем все косички. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Или на кухонном столе, или в любом теплом месте. Через 20 минут наше тесто снова подошло. Здесь у меня 1 яйцо и 1 столовая ложка молока. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов. Перемешиваем хорошенько. Духовка должна быть хорошо разогретая уже к этому времени у нас. Хорошенько смазываем и посыпаем миндальными лепестками. Это уже по желанию, конечно. Мама у меня просто посыпала сахарной пудрой, когда вытаскивала из духовки. И отправляем выпекаться. Следите, чтобы пирог у вас не пересушился. Выпекается пирог приблизительно 40 минут. Как только он станет вот такой румяный, тут же вынимайте. Можно, конечно, его порезать сразу, можно дать ему остыть. Я его чуть-чуть остудила. Но он теплый пока что. И посмотрите, очень трудно удержаться, конечно, не съесть горячую выпечку, хотя это очень вредно, но вкуснее дрожжевой горячей выпечки, по-моему, ничего нет. Попробуйте, мои дорогие, пирог вкусный, ароматный и совсем-совсем несложный. И не только на Пасху, а на любой праздник. Даже на воскресенье, просто для чая. Посмотрите, какая красота получается. Тесто очень хорошо пропекается внутри. Вот такой замечательный пирог у нас получился. Ну что, будем прощаться. Желаю вам всех поздравляю с наступающим праздником, с наступающей Пасхой. Желаю здоровья, счастья и всего-всего хорошего. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, конечно, если вам нравятся мои рецепты. И нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всех люблю. Пока-пока. До новых встреч.